Тишина. Абсолютная тишина. 66 миллионов лет назад небо раскололось надвое. С высоты в 100 километров на Землю падала гора, астероид шириной в 10 километров. Через секунду после удара, там, где сейчас Мексиканский залив, не осталось ничего. Ни камня, ни воды, ни воздуха. А потом ударная волна обогнула планету. Представьте, вы — маленький зверек размером с ладонь. Вы вжались в нору под корнями дерева, и над вами горит весь мир. Леса вспыхивают от горизонта до горизонта. Небо становится черным от пепла. И вы еще не знаете, что именно вы, а не цари этой планеты, выйдете из этой норы наследником целого мира. Динозавры правили Землей 165 миллионов лет. Они были крупнее, сильнее и совершеннее всех. А унаследовали планету не они. Ее забрали жалкие пушистые комочки, прятавшиеся в темноте всю эпоху гигантов. Вопрос, на который мы ответим за это путешествие, звучит так. Почему выжили именно они, самые слабые? И как из существа размером с крысу всего за несколько миллионов лет родились хозяева новой Земли? Слоны, киты, львы и, в конце концов, мы с вами. Чтобы понять это, нужно вернуться в худший день в истории планеты. Представьте обычное утро позднего мелового периода. Влажный лес, гигантские папоротники, рев ящеров вдалеке. И вдруг в небе загорается вторая точка, ярче солнца. Она растет. Воздух начинает дрожать. Последнее, что чувствует этот мир, короткую вспышку и волну жара, от которой плавится камень. Это не метафора. В 1980 году ученые нашли по всей планете тонкий слой глины возрастом 66 миллионов лет. И в нем аномально много редкого металла иридия. На Земле иридия почти нет, зато его много в астероидах. Вывод был ошеломляющим. В этот момент в планету врезалось космическое тело. Позже на дне Мексиканского залива нашли и сам шрам, кратер Чиксулуп, 180 километров в поперечнике. Долгое время ученые спорили. Одни считали, что динозавров погубил именно астероид, другие, что виноваты гигантские вулканы в Индии, извергавшиеся тысячи лет. Спор был жестким. Казалось, такую устойчивую, отлаженную за миллионы лет жизнь нельзя стереть за один день. Но находки последних лет почти поставили точку. На месте под названием Танис в Северной Дакоте нашли слой, который буквально фиксирует первые часы после удара. Рыбы, задохнувшиеся от волны осадков, и крошечные шарики расплавленного стекла, застрявшие в их жабрах. Эти шарики — капли породы, выброшенные ударом и упавшие обратно. Удар запустил цепочку. Пожары по всему континенту, цунами, а главное — облако пепла и серы, закрывшее солнце на месяцы. Растения без света гибли. Следом гибли травоядные. Следом хищники. Пищевые цепи рушились сверху донизу. Но если гиганты, идеально приспособленные к теплому, сытому миру, оказались беззащитны, то существа, которых эволюция словно нарочно закаляла в тени и голоде, получили неожиданный шанс. И вот тут начинается самое странное. Ночь в теплом лесу через несколько миллионов лет после катастрофы. По ветке, цепляясь крошечными пальцами, бежит зверек с большими глазами. Он не знает, что в его лапе, способной обхватить ветку, спрятано будущее целого отряда приматов, вашего отряда. Одним из самых ранних известных родственников приматов считают существо по имени Пургаториус, маленькое, похожее на белку животное, чьи зубы и суставы выдают приспособление к жизни на деревьях и питанию фруктами. Его остатки относят к самому началу новой эры, вскоре после вымирания. Раньше думали, что приматы появились заметно позже, когда мир уже успокоился. Казалось, для таких сложных, ловких животных нужно стабильное, зрелое время. Но все больше находок сдвигает рассвет приматов почти к самой границе вымирания. Похоже, едва гиганты исчезли, как наши далекие предки уже осваивали кроны деревьев. Там, где было безопасно, много фруктов и насекомых. Цепкие лапы, зоркие глаза, крупный для тела мозг. Все это начало складываться именно тогда, в зеленом изобилии разогретого мира.
Линия, которая через десятки миллионов лет приведет к обезьянам, а затем к человеку, стартовала почти сразу после конца света. И вот мы подошли к ответу на главный вопрос: почему именно слабые забрали планету? Ответ окажется неожиданно близким к нам самим. Представьте, что вы можете прокрутить время вперед как пленку. Мертвый лес. Год. 10 лет. 100. И вот сквозь пепел пробивается первая зелень. Папоротники, потом пальмы, потом орех. А вместе с лесом растут и его новые жители. В местечке Кораль-Блавс под Денвером палеонтологи нашли уникальную летопись. Породы, охватывающие первый миллион лет после катастрофы, почти без пропусков. Это редчайший случай. Обычно такие переходные слои разрушены временем. Долго считалось, что после массового вымирания жизни нужны миллионы лет, чтобы прийти в себя. Медленное, мучительное восстановление. Но Кораль-Блавс показал другое. Уже через 100 тысяч лет после удара появляются млекопитающие крупнее, чем были до катастрофы. Через 300 тысяч лет – звери размером с бобра. Через 700 тысяч – существа весом под 50 килограммов, в сотни раз тяжелее выживших крыс. И каждый скачок размеров шел рука об руку с растениями. Сначала восстановились пальмы, потом бобовые с питательными стручками, и ровно тогда же подскочили в размерах травоядные. Жизнь не выползала из катастрофы, она рванула вперед. Но скорость этого взрыва не объяснить одним лишь свободным местом. Что-то подталкивало эволюцию в спину, заставляя зверей расти все быстрее. И это что-то пряталось не в костях, а в самом климате планеты. Здесь наш главный вопрос разворачивается под новым углом. Мы привыкли думать, что млекопитающие просто заняли пустой трон. Но трон не был пустым и спокойным. Земля продолжала трясти. Ранний кайнозой остался теплым парниковым миром, а примерно через 10 миллионов лет после удара, около 56 миллионов лет назад, планета пережила резкий скачок тепла. Из недр и океанов в атмосферу вырвались огромные объемы парниковых газов, и средняя температура подскочила. Полюса прогрелись так, что в высоких широтах Арктики росли влажные леса, а крокодилы жили почти у Северного полюса. И вот парадокс. Для теплокровных, гибких, всеядных млекопитающих эта жара стала не карой, а ускорителем. Теплый, влажный, заросший мир — это изобилие еды и новых ниш на земле, на деревьях, в воде. Эволюция словно получила и пустую сцену, и допинг одновременно. Именно в этом разогретом мире млекопитающие начали стремительно делиться на ветви будущих копытных, хищников, приматов. То есть наследниками Земли их сделала не только смерть гигантов. Их выковали два удара подряд: ледяная тьма после астероида и обжигающая жара, что пришла ей на смену. Ночь в теплом лесу через несколько миллионов лет после катастрофы. По ветке, цепляясь крошечными пальцами, бежит зверек с большими глазами. Он не знает, что в его лапе, способной обхватить ветку, спрятано будущее целого отряда, приматов, вашего отряда. Одним из самых ранних известных родственников приматов считают существо по имени Пургаториус, маленькое, похожее на белку животное, чьи зубы и суставы выдают приспособление к жизни на деревьях и питанию фруктами. Его остатки относят к самому началу новой эры, вскоре после вымирания. Раньше думали, что приматы появились заметно позже, когда мир уже успокоился. Казалось, для таких сложных, ловких животных нужно стабильное, зрелое время. Но все больше находок сдвигает рассвет приматов почти к самой границе вымирания. Похоже, едва гиганты исчезли, как наши далекие предки уже осваивали кроны деревьев. Там, где было безопасно, много фруктов и насекомых. Цепкие лапы, зоркие глаза, крупный для тела мозг — все это начало складываться именно тогда, в зеленом изобилии разогретого мира. Линия, которая через десятки миллионов лет приведет к обезьянам, а затем к человеку, стартовала почти сразу после конца света. И вот мы подошли к ответу на главный вопрос: почему именно слабые забрали планету? Ответ окажется неожиданно близким к нам самим. Так почему выжили самые слабые?
Потому что в мире, который рухнул в одну ночь, выиграла не сила, а гибкость. Гиганты были вершиной старого мира, и вместе с ним исчезли. А невзрачные, всеядные, теплокровные зверьки, которых эпоха ящеров загнала в темноту и научила довольствоваться малым, оказались готовы к любому миру. Катастрофа не создала их сильными, она просто убрала тех, кто мешал им стать собой. Из этих наследников пепла вышли все — киты в океане, слоны в саванне, летучие мыши в небе. И приматы на деревьях, чья линия однажды спустится на землю, выпрямится и посмотрит на звезды. А теперь главное — то, что связывает ту древнюю нору с вами сегодня. Мы существуем не потому, что наши предки были самыми сильными. Мы существуем, потому что они умели выживать, когда рушился весь мир. Каждый из нас — прямой потомок того дрожащего зверька под горящим лесом. Его упорство, его умение приспосабливаться — это и есть тот фундамент, на котором стоит человек. Гиганты правили 165 миллионов лет и не оставили наследников. Маленькие, упрямые и гибкие оставили целый мир. И, может быть, это и есть главный урок доисторической Земли. Если эта история заставила вас иначе взглянуть на слабых, оставайтесь. В следующий раз мы спустимся еще глубже во времени и узнаем, кто правил планетой задолго до динозавров.